Друзья, наши жизненные привычки, наше пищевое поведение, я имею в виду неправильное, медленно убивает кишечник. А он – это наша и красота, и молодость, и иммунитет, и многое другое. Поэтому, конечно же, тут нужно пересматривать полностью все. Поэтому, конечно же, нужно пересматривать свою жизненную позицию, пересматривать свое питание, и будет все круто. Прохладненько у нас сегодня на улице. Я посмотрела на градусник, 10 градусов тепла. Ну, сейчас утро, 8 часов утра. Когда ходите, конечно же, должны быть подъемы в гору, вот как я сейчас поднялась. Вот, ну и, естественно, спуск вниз. Я так поднимаюсь 25-30 раз, потом опять иду ходить. Я обожаю выходные дни, тишина, красота, людей никого нету, просто супер. Друзья, был вопрос по поводу воды. У меня в комментариях, да, как же считается пить воду? Считается ли любая жидкость водой или только надо пить воду? Девочки, я хочу сказать, не надо насиловать свой организм. Пейте то количество воды, которое вы хотите. Пейте по жажде. Потому что очень многие, когда наслушаются, что надо пить воду, начинают ее пить там по 2-3 литра. Я считаю, это вообще лишнее, 3 литра воды выпивать. Это огромная нагрузка, во-первых, на сердечно-сосудистую систему, на почки нагрузка, ну полностью на весь организм. Тем более, когда человек ее никогда не пил. Зачем так захлебываться водой? Я уже неоднократно говорила, если я пила водичку, да, я и сейчас не переусердствую. Я пью на килограмм своего веса 30 миллилитров. Когда-то меньше, когда-то больше. Это все по жажде. Вот. Поэтому не насилуйте себя. Пейте столько, сколько вы хотите. А по поводу того, что вы едите, там, супы, борщи, пьете компот, чай, кофе, считается ли это жидкостью? Я лично считаю. Да, многие там диетологи, нутрициологи говорят, что это не считается, считается там только вода. Я так не считаю. В салатах, в капусте, в огурцах, помидорах есть жидкость. Компоты, чаи, кофе, это тоже жидкость. Супы, борщи, там тоже жидкость. Да, это еда, но там присутствует жидкость. Поэтому я, например, все учитываю. Можете пить, пейте, это очень хорошо, конечно же, но не надо насиловать. Если ты пьешь ее с удовольствием, то ради бога. А если ты пьешь ее через силу и тебе тошнит, как ты говоришь, так зачем ты ее пьешь? Кто-то напишет, вы же говорили, воду пить надо. Конечно же надо, потому что нашему организму вода нужна. Это всем понятная истина. Вот. Но так как я читаю комментарии, как мне пишут, как они начинают перебирать этой водой, ну это просто немыслимо. Так нельзя делать. Мое мнение, к воде нужно учитывать еще плюс всю жидкость, которую вы употребляете в течение дня. Ну, не согласны со мной? Не считаете суп, борщ, салат, чай, компот, кофе жидкостью? Ну, не считайте, это ваши проблемы. Я высказываю свое мнение, а вы вправе соглашаться с ним или нет. Вот кто согласен, кто не согласен, напишите в комментариях. Кстати, как у вас погода в ваших странах и в ваших городах? Напишите, пожалуйста, очень интересно. Где у кого какая погода. Смотрите, как красиво распускаются деревья. Видите, люди молодцы, работают, в группе прям работают. Друзья, то, что я говорила по поводу 2 стаканов, это не всех касается. Это в основном касается тех людей, которые хотят похудеть, у кого большой вес, и они хотят от него избавиться. Вот перед едой они выпивают водичку за 30-40 минут до еды. Ходите при любой погоде. Ну, если, конечно, там гололед, пурга,
камни с неба сыпятся или град, то, понятное дело, никуда не пойдете, да? Но у меня вот недавно я выпустила видео «Ходьба дома». Ходите дома, если не хотите выходить на улицу. При плохой погоде можно смотреть мое видео и ходить дома. Я буду еще не одно такое видео выпускать. Ходьба дома. Будем делать и 5000 шагов, и 10 000 шагов, да? Хотя я считаю, вот эти шаги, это такой бред. Просто вышли, пошли, вот, да и все. Не менее 30 минут походите. Я хожу 1,5 часа, я вам уже об этом говорила. И вот я считаю, это моя норма. И мой организм, вот я чувствую после того, как я похожу 1,5 часа, вот энергию, прилив сил хороший. Ну, достаточно и 30 минут для того, чтобы улучшить лимфоотток и кровообращение свое. Поэтому, естественно, нужно это делать. Ну, как видите, я уже дома, приняла душик, одела свою любимую теплую пижамку и сейчас буду готовить завтрак. На завтрак у меня будет салат с тунцом и сырнички. Я вчера готовила сырники с рисовой мукой. Вот, очень классный рецепт. Если хотите, обязательно напишу вам этот рецепт. И по поводу хлорофилла был еще вопрос. Друзья, ну, я не люблю вот эту субстанцию месить в стакане и выпивать. Для меня хлорофилл – это зелень. Ешьте любую зелень, все, что зеленое, это и будет ваш хлорофилл. Вот. А вот в эту субстанцию, которую разводить нужно пить, я не знаю, кто и что туда добавил. Поэтому побольше зелени и все. И нет проблем. Это будет вашим хлорофиллом. По поводу вздутия написали. Вздутие – это газ. Он находится в кишечнике. Его делают микробы из нашей еды. То, что мы едим. Если вы какие-то продукты ели мало или вообще их не ели, а сейчас добавили в большом объеме в свой рацион, то, понятное дело, будет вздутие, будут газы. Поэтому вам продукты, которые вы не ели, добавляйте маленькими порциями в свой рацион. Организм постепенно привыкнет, и потом уже у вас не будет никаких проблем. Читала комментарии по поводу казеина, по поводу глютена. Есть там проблемы у женщины. Смотрите, если ваш организм хорошо это все перерабатывает, у вас не будет ни вздутий, ни поносов. Но попробуйте перейдите на козью продукцию. К организму нужно прислушиваться. Вот. Уберите какой-то продукт, побудьте без него какое-то время, посмотрите, как вам без него, хорошо или плохо. Потом добавьте его в свой рацион и опять смотрите реакцию организма. Но это все так индивидуально, друзья, поэтому прислушивайтесь к своему организму. Очень важна клетчатка, да? У меня вот есть отруби, но у меня вообще чего только нету. И отруби разные, псилиумы. Псилиум, кстати, хочу показать. Вот он, у меня кто-то просил, покажите псилиум, вот он. И вот отруби у меня. Есть у меня цельнозерновая мука, есть миндальная, ореховая. Там, ну, ореховую я не люблю муку, потому что, ну, для меня жирная она. Поэтому я ей очень-очень редко пользуюсь. Вот. По поводу клетчатки, да, вот рекомендуется 20 грамм в день. Ну, кто-то ест 30 грамм в день. Вот именно вот такой, да, клетчатки, как я показала отруби. Написали, что у кого-то там проблемы начались с добавлением клетчатки, да, у кого-то вздутие, у кого-то запоры, такое все. Смотрите, я опять-таки повторяюсь, к организму нужно к своему прислушиваться. И не надо, если вот рекомендуемая доза там 20 грамм клетчатки, а вы сейчас никогда не ели, навернули эти 20 грамм, то, возможно, и будет проблема. Вот. Кто-то ест и по 30, и по 40 грамм, и ничего, все нормально. Так кто привык? Если организм привык, у него не будет, наверное, проблем, правильно? Приучайте свой организм. Например, не 20 грамм, а 5 грамм добавьте. Можно добавить в суп, в борщ, там, в салат в какой-то, какой вы едите, да? Вот, добавили эти 5 грамм. Посмотрите, какая будет реакция вашего организма там,
сегодня, завтра, послезавтра, да, как он отреагирует. Потом добавьте еще 5 грамм, уже будет 10 грамм. Опять какое-то время там посмотрите, какая будет реакция. И так вы будете постепенно к этому подходить, и не будет проблем, и организм будет привыкать. Ну, только так. А если вы сразу навернули эти 20 грамм, у вас начались проблемы, то вполне возможно, вы до этого ничего не делали, ничего не ели, и тут тебе бах, организм привели в шоковое состояние. Возможно, конечно, вздутие и запоры. По поводу стула кто-то написал, что они ходят в туалет по 2-3 суток. Это неправильно, друзья. В туалет нужно ходить каждый день. Я читала, что пишут, обязательно надо идти в туалет утром. Ну, я не считаю, что это прям обязаловка такая. Главное каждый день, а там утро, обед или вечер, какая разница. Смотрите, температура там внутри у нас намного больше, чем температура здесь, снаружи. Поэтому, конечно же, если мы не ходим в туалет, там начинает все бродить у нас, гнить. Получается такая интоксикация, да, и зачем вам это надо? Поэтому старайтесь в туалет ходить каждый день. Многие люди не хотят есть клетчатку только лишь по одной причине, что потом после того, как они съели тарелочку салата, да, у них начинается вздутие, там, расстройство стула и проблемы в кишечнике, поэтому они от этого отказываются. Вот так же, как и про упражнения я говорю. Вот пишут там, ой, я не могу от пола отжиматься. А не надо прям сразу, если вы никогда не отжимались, отжиматься от пола. Отжимайтесь от стола, отжимайтесь от стены. Это гораздо легче, чем от пола. Делайте такие отжимания. Со временем вы будете отжиматься от пола. Также и приседания. Не обязательно приседать слишком глубоко. Сначала это делайте чуть-чуть, потом немножко больше, еще чуть-чуть больше. И потом уже будете приседать глубоко. Все постепенно. Человек, когда ничего не делал и не тренировался, конечно же, в первое время ему будет очень тяжело. Поэтому все делаем постепенно, организм свой не насилуем. Мы же начинаем работать, мы начинаем правильно питаться для того, чтобы быть здоровыми. Работа нашего иммунитета – это физическая активность. Нам обязательно надо тренировать свой организм. И если мы будем сидеть и лежать на диване, мышцы наши расслабляются, атрофируются, вот, а нам нужно держать свой организм, свои мышцы в тонусе. Поэтому, конечно же, для нашего организма очень важно это физическая активность. Не забывайте об этом. Кишечник наш работает постоянно. Он постоянно находится в движении. Поели вы, не поели, он все равно находится в движении. Поэтому и нашему кишечнику нужно, чтобы мы с вами двигались. И так он будет еще лучше работать. Я думаю, я вам Америку не открыла. Вот, ничего сверхъестественного вам не рассказала, никаких секретов ни по кишечнику, ни по нашему организму, да, нету. Вы взрослые люди и все это прекрасно понимаете. Просто некоторые из вас не хотят работать над собой и над своим здоровьем. А здоровье – это самое главное, что мы с вами имеем. И как мы будем себя вести, как мы будем тренироваться, как мы будем питаться, от этого и будет зависеть и наш иммунитет, и наше здоровье. Вот и весь секрет нашего кишечника и нашего здоровья. На этом я буду заканчивать свое видео. Пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. И также не забудьте написать, какая у вас в ваших странах, в ваших городах погодка. Очень интересно. У нас было пасмурно, когда я ходила, сейчас уже выглянуло солнышко. Я так думаю, градусов 15 у нас уже есть. Всем пока, здоровья, добра и красоты вам!